Кто ходит по дому? Радость ходит по дому. Это, ну, конечно, рыбки. Рыбка в доме, радость в доме по дому ходит. Приветик вам всем. Радостный, счастливый приветик. Ну что, будем смотреть на очередной месяц, месяц июнь. И смотрим, да, конечно, такое значимое событие, которое будет для вас в июне, это новолуние. Новолуние. Оно будет в Близнецах, и новолуние будет сопровождаться кольцевым солнечным затмением вместе 10 числа. И все это будет у вас проходить в очень ответственном секторе, в 8 секторе. Но об этом все подробнее мы с вами обговорим. Но начнем с солнышка. В самом начале месяца, 3 числа, солнышко делает чудесный трин, это гармоничный аспект, трин, делает трин с Сатурном. Солнышко делает трин с Сатурном. Ну, посмотрите, солнышко, за что отвечает солнышко? Это кто я? То есть всегда, когда ты начинаешь рассматривать свой гороскоп, ты начинаешь с чего? Конечно, с Солнца. Кто ты по солнечному знаку? Вот насколько Солнце важно. Кто я? Отвечает на вопрос. Сатурн помогает ответить, кто ты. Вот и когда эти две планеты вот настолько в гармоничных отношениях, то те тесты жизненные, которые тебе по Сатурну ты проходишь, ты их очень достойно проходишь. Те испытания, которые тебе в жизни предстоят. А по Сатурну это всегда испытания, это всегда тесты. Сатурн всегда учит. Это бесконечный учитель. Ты проходишь и не учит каким-то наукам, он учит жизни. И когда вот такой вот замечательный гармоничный трин с Солнцем, то ты получаешь поддержку от Сатурна. То есть, если ты подавал какие-то документы в вышестоящие органы, или тебе нужно было получить паспорт, то есть документ, который такой значимый, может быть, ты проходил интервью, сдавал какой-то экзамен нужный. Возможно, рассматривались в мэрии, в городских мэриях, может быть, рассматривались документы о вашей недвижимости, о состоянии ваших других каких-то дел, то вы получаете здесь поддержку, именно от такую весомую поддержку, как от Сатурна это может быть, от учителя, от гуру, который тебя ведет, от которого зависит очень многое. Вы получаете хорошую поддержку и хороший результат. Вот таким образом вот этот вот гармоничный аспект может отработать. Дальше смотрим. Венера 2 числа переходит в Рак. Венера переходит в Рак, и смотрите, стихия Венеры получается водная. Она здесь расплывчатая. Вам эта стихия Венеры очень знакома. И когда Венера пребывает в Раке, она здесь очень домашняя. То, что рыбки любят. Одна стихия, знакомая стихия. Домашняя, расположена очень хорошо, нежная, ласковая Венера. Она нигде особо себя не выпирает, не показывает себя, но очень много делает таких дел приятных, домашних. Поэтому вполне может быть, что по такому транзиту для вас это уютные семейные домашние дела, вокруг своего дома всех собрать, вокруг своей семьи всех собрать, со своими детьми, может быть, встретиться, со своими родителями встретиться, но что-то такое очень душевное. Здесь Венера работает очень душевно. И, конечно же, Венера всегда, плюс ко всему, еще и очень материальная. И здесь расчет какой-то сделать, может быть, в своем семейном близком кругу договориться о том, что вы вместе складываетесь и покупаете, приобретаете какой-то, может быть, кусочек земли, может быть, дачу. То есть это еще и плюс ко всему решаете материальные какие-то вопросы. Вот так вот может отработать этот аспект. 5-6 числа, 2 дня, Марс делает конфликт с Плутоном, то есть выстраиваются такую позицию, где они начинают две планеты между собой конфликтовать.
Ну и что сразу, что хочу сказать для рыбок. Вы на этот аспект цепляетесь. Вы тоньше натура, вы натура возвышеннее натура. И когда такие прямые конфликты каких-то планет, а тем более и Марс, и Плутон, они принадлежат также к Скорпиону, то есть водному знаку, такой же стихии, как вы. Поэтому вы можете на это подцепиться. О чем этот аспект говорит? О том, что витает в воздухе агрессивность, злость, раздражительность. Сам хочешь какой-то вот выпустить пар, выпустить какой-то вот прям, нарваться на какой-то конфликт. Но в вашем случае это настолько не свойственно. Вы, которые наоборот уходите, избегаете все эти конфликты. Вы настолько не натыкаетесь ни на какие углы острые, вы наоборот это все обходите. Но по такому аспекту, когда такой открытый конфликт, то, конечно, будете чувствовать, что что-то внутри прям очень сильно раздражает. И причем этот конфликт, этот аспект будет всего 2 дня. Он не такой продолжительный, но мощный. И мы даже, может быть, на каких-то на мировом каком-то уровне мы услышим какие-то неприятные, раздражительные какие-то заявления. Это будет витать в воздухе. Но мы всегда с вами опускаемся на свой уровень, на свой домашний рутинный уровень, жизненный уровень и говорим о себе. Тоже это в воздухе витает. Прям вот хочется с кем-то зацепиться. Или кто-то вас цепляет. Рыбки, включайте свою интуицию. Ваша интуиция – это ваша мудрость. Вот эту вот интуицию, которая самая сильная из всех знаков, это самая сильная интуиция. Включайте эту интуицию и, как вы всегда обходите, так и на этот раз обойдите все острые углы, все такие, которые созревают, яркие такие вспышки. Они могут быть у вас в сфере ваших друзей, а также могут возникать и в сфере вашей семьи. То есть вот такая произойдет всегда по Плутону, это трансформация. А тут еще и конфликтная такая трансформация, что вы должны понимать, что никто не друг и никто не враг, но каждый человек нам учитель. То, что мне другой делает, думает, что неприятно, делает больно, делает неправильно, для меня это учитель, я учусь на этом. Для меня это учеба, для меня это мой опыт. Поэтому эта трансформация, которая, вот конфликтная ситуация с Плутоном, а по Плутону конфликтная ситуация – это двойная трансформация. Она произойдет в сфере ваших друзей. Если вы чувствуете, что да, вы очень много лет связаны, вы очень много лет дружили, но что-то происходит, вы что-то как-то не складывается со своим другом. Понимаете, что это не друг и не враг, это просто мой учитель, на котором я учился. И пришло время, на его место что-то новое появится. Это может быть точно так же и в семье. То есть отпускайте ситуацию, как вы всегда это делаете. Отпустить ситуацию, и она сама решится. Так, как она решится, вот так и будет правильно. Ну, это всего такой 2-дневный конфликт, поэтому лучше, особенно со своими близкими, особенно со своими детьми или со своими половинками, ну для чего делать этот конфликт? Для того, чтобы потом его решать? А конфликт острый, поэтому лучше, конечно, обойти. Тот человек, который уступает, который обходит конфликт, тот и является наиболее мудрым и умным. Не когда ты напрямую огрызаешься, вступаешься, истеришь и думаешь, что ты победил, но победил тот, кто тебе уступил. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вы, как правило, вы очень уступчивые, не связываетесь, делаете. Так и этот раз пустите всю свою интуицию. Очень короткий такой аспект, всего 2 дня. Ну вот 10 числа мы подошли к новолунию. Новолуние будет проходить в Близнецах. И сразу же в этот же день начинается кольцевое солнечное затмение будет.
но оно у вас будет проходить в 8 секторе. В 8 секторе это чужие деньги. То есть деньги, которые взяли вы в банке, деньги, которые вы заняли у кого-то, возможно, финансы, которые у вас, может быть, кто-то занял. То есть деньги, которые, да, это ваша вещь, но она пока вам не принадлежит, потому что вы еще за нее не рассчитались. И вот здесь, вот на это новолуние, вы должны подвести определенный итог и построить планы. Вот вы, допустим, сделали продажу, хорошую сделали продажу какой-то там недвижимости. Вот здесь вот вам нужно построить планы. А что я могу еще вот с этими финансами, как я могу сделать? Может быть, рассчитаться с банком, возможно, вложить куда-то эти финансы. То есть немножко включите голову, поразбирайтесь все, что связано с финансами. Возможно, у вас просто лежат финансы, и они у вас не работают. Любые финансы требуют оборота, прибыли. То есть финансы всегда должны, как любая зелень, расти. А если зелень не растет, она засыхает. Толку от нее нет. Вот так вот финансы. Может быть, какой-то запас денег у вас есть, куда-то вложить лучше. То есть вот эту тему, потому что она обозначается на следующие 18 лет. А также 8 сектор – это, безусловно, отношения. Безусловно, отношения. Поэтому, да, вполне могут быть в этот период, вы закладываете то, что вы будете иметь следующие 18 лет. Это и встречи новые, это и новые отношения возникают, это переходит на другой уровень ваши отношения. Если вы еще не в паре, вы становитесь парой, то есть вы рассматриваете такой вариант. Возможно, пополнение хотите в семье, вот это тоже рассматривается здесь, этот вариант. Возможно, вы хотите переезд какой-то, чтобы выехать из этой страны, соединиться. Вы в одной стране, ваш любимый человек в другой стране, как-то вместе соединяетесь, выбираете, где вам лучше жить. То есть очень новолуние такое значимое. И вы его будете, оно как-то весь этот месяц этот перебивает вот это вот новолуние ваше в 8 секторе. Вы здесь много событий, которые с вами будут происходить. И много событий, которые именно от вас зависят, от ваших решений. Но дальше что идем? 11 число. Марс делает транзит. Он находился, Марс, в Раке. Тоже была вам знакома эта стихия. Энергия Марса была здесь вялая, пассивная. Не особо Марс себя здесь проявлял. Сейчас Марс с 11 числа переходит к Львам. Тоже позиция очень сильная здесь Марса. То есть огонь переходит в огонь. И здесь Марс становится очень амбициозный. И для вас это отражается в секторе профессии, в секторе вашей карьеры, в секторе вашей работы. То есть, а вы о себе заявите. Возможно, вот здесь произойдут энергия появится, у вас какие-то предложения. Даже если это ваш бизнес, у вас какие-то силы и энергия появится для того, чтобы в вашем бизнесе продвижения какие-то делать. Возможно, на работе у вас перестановки будут, и вы поднимаетесь по карьерной лестнице, возможно, каким-то отделом будете заведовать. Хотя, рыбки, не особо вам нужна вот такая глобальная ответственность. Вы будете очень сильно в это погружены, а для вас это такая нагрузка, когда вы несете ответственность за какое-то предприятие, за какой-то отдел. Вам очень хорошо работать индивидуально, быть, так скажем, в свободном плавании, распоряжаться самим своим временем. Вот то, что связано, все, что связано с вашей карьерой, все, что связано с вашей профессией, с заработками, вот здесь вот появится энергия, появятся новые мысли, новые идеи, и увидите какие-то изменения, которые тоже вы сами в себе откорректируете. 22 числа Меркурий пойдет в прямое движение, тоже по вашему 8 сектору. Сразу ясность, сразу четкость, потому что когда Меркурий проходит в ретроградном движении, рыбки цепляются на это, вы цепляетесь на ретроградность, вас всегда задевает. Но дело в том, что Меркурий очень быстрая планета, и у многих в натальной карте есть ретроградность.
То есть после 22 числа, когда Меркурий пойдет в прямое движение, сразу почувствуете вот эту энергию. Все в порядке. И даже как-то в голове как будто бы все мысли в кучу собрались. Все по полочкам разложено, все понятно, нигде ничего не запутано, нигде ничего не доделано, все раскладывается, и энергию будете себе очень хорошо чувствовать. Ну, 24 числа будет полнолуние, оно будет в Козероге, такое полнолуние, где ты вот именно подводишь итог по тем аспектам, которые тебе твой опыт жизненный ты прошел. Вот тебе нужно какой-то вот опыт ты получил вот за этот период, события, которые произошли, тебе нужно, ты стоял перед тем, что ты чему-то, какой-то новый опыт приобрел в своей жизни, и ты подводишь итог. Это вполне может быть все, что связано с вашими, вот очень много задействовано вашего окружения, ваших близких, ваших родных, ваших друзей, вот этой части. Кто-то либо сам от себя отпадает, исчезает из вашей жизни, а кого-то вы сами уже не хотите такого общения. И вы подведете итог, вы с этим делом тоже разберетесь. Ну а 27 числа Венера сделает транзит, тоже Венера находилась в Раке, так же как и Марс находился в Раке, и делают вместе транзит. Марс сделал транзит еще 11 числа, а 27 числа туда присоединяется Венера. И, конечно же, Венера там вместе находится, во Льве вместе находится с Марсом. И настолько о себе, вот здесь уже Венера о себе заявляет. Вот вы даже почувствуете, как вы прям как расцвели. Вам захочется романтики, встречи, отношений. Вы, которые себя на показ не любите себя на показ выставлять. Вот здесь вот прям захочется, чтобы вас увидели, вас заметили. Гардероб как-то свой определенным образом захочется какую-то вещь такую приобрести, которая вам радость предоставит. И вы в ней будете видны, вы в ней будете заметны. Романтики много в этих отношениях, в этом транзите. Встречи какие-то новые. И энергия сама по себе, но это уже конец месяца, сама по себе энергия появляется. То есть ты не настолько вот пассивный и вялый, а ты наоборот как будто бы какое-то возрождение. Много для тех, кто в поиске, для тех, кто еще не встретил своего человека, вот такой вот большой шанс, может состояться новая приятная встреча. Ну что, мои хорошие, вот такой месяц. Этот месяц, да, событий услышим, узнаем много. Месяц будет насыщенный, но вот он как вот громко о себе что-то заговорит и как-то так на нет сходит. Опять что-то громко о себе заговорит и как-то на нет сходит. То есть, да, событий вроде много, но и гармоничных аспектов. Вот такой вот вот такой месяц и гармоничных аспектов, которых тоже будет достаточно. Ну, вы знаете, бесконечно вас люблю, уважаю. Спасибо, что подписываетесь, что ставите лайки. Спасибо, что поддерживаете канал. И до следующих встреч. Всем пока!